С первого взгляда на обычный пустырь, неровный асфальт, выбоины, проржавевшие конструкции, клочья старых обоев на обломках стен. Место, которое будто выжгли. Здесь давно не ходят люди, и даже птицы летают стороной. Только редкие прохожие, которые знают, что когда-то это место гудело, как муравейник, могут сказать «это был Черкизон». В 90-е здесь стояли плечом к плечу сотни тысяч человек. Торговали, покупали, ели, воровали, дрались, спасались от голода. За день рынок пропускал через себя до 120 тысяч человек. Больше, чем живет в некоторых российских городах. И сейчас трудно поверить, что эта выжженная земля всего в 30 минутах от Кремля когда-то кипела жизнью. Грязная, опасная, криминальная жизнь. Сегодня только ветер гоняет пыль по старым рельсам. Местные говорят, что по ночам здесь слышны странные звуки. Скрежет металла, будто кто-то пытается открыть старый контейнер. Кто-то смеется, кто-то кричит. Люди предпочитают не подходить к забору. Они помнят, что здесь случалось, и знают, такие места просто так не умирают. Но все страшное, что было на Черкизоне, находилось не на поверхности. Настоящий ужас прятался под ногами. Под торговыми рядами Черкизона раскинулся целый подземный мир. Еще в 30-е годы здесь рыли тоннели для будущего спортивного комплекса и бомбоубежищ. Но с развалом СССР бетонные катакомбы обрели совсем другую функцию. В них поселились тысячи мигрантов. Нелегалы из Китая, Вьетнама, Средней Азии. Они не просто ночевали здесь, они жили годами. Обустроенные койки из ящиков, картонные стены, импровизированные кухни, швейные цеха, аптеки и горные залы, парикмахерские, бордели. Все это существовало под землей, параллельно официальной жизни рынка. Попасть туда можно было только по приглашению. Сторонних туда не пускали. Даже милиция туда не совалась. Они просто не знали, что там искать. И не хотели знать. В этих подвалах создавалась продукция, которую потом покупала вся страна. Подделки под Adidas, китайские джинсы, спортивные костюмы, косметика. Здесь же находились тайники с оружием, наркотиками, фальшивыми документами. И все это под ногами ничего не подозревающих покупателей. Но были там и другие зоны. Места, куда не заходили даже свои. Потому что за одной из таких дверей могла скрываться не фабрика, а камера. Сначала это казалось слухами. Шептали о том, что где-то между рядами за неприметной дверью можно снять ребенка. Кто-то не верил, кто-то смеялся. Но потом эти слухи подтвердились. Оперативники случайно наткнулись на импровизированный бордель, в котором находились дети, девочки и мальчики, младше 10 лет. Их не просто насиловали, их держали взаперти, как товар. Иногда клиенты забирали детей на пару часов, иногда навсегда. Документы? Их не было. Родители? Пропавшие, убитые или продавшие. Кто-то приехал с мамой, а потом остался один. Кто-то был похищен. Такие точки существовали неделями, а потом исчезали. Контейнер закрывался, люди исчезали, охрана знала. Некоторые даже получали процент, но никто не вмешивался. Потому что знали, тронешь это, исчезнешь сам. Даже продавцы, работающие через стенку, часто не знали, что происходит рядом. А если и догадывались, молчали. Из страха, из бессилия или просто из равнодушия. Она просто не вышла на работу. Вчера стояла, продавала тапки. Сегодня пустой контейнер. Кто-то пошутил, свалила к любовнику. Но те, кто давно на рынке, знали. Если человек не появляется больше суток, его уже нет. Черкизон — это место, где исчезнуть можно было за 5 минут. Без шума, без свидетелей, без последствий. Особенно если ты женщина, должник или слишком много знал. Милиция не искала, охрана молчала. Соседи не вмешивались. Был случай, женщина задолжала за аренду. Через 3 дня ее нашли в мусорном контейнере за рынком, без лица. Однажды при плановой проверке нашли контейнер, в котором лежало сразу 3 тела. Ни имени, ни документов. Продавцы, очевидно. Кто-то из своих. Никто даже не вспоминал, кто. Потому что за годы такого стало нормой. Ты не платишь — тебя забирают. Ты не отрабатываешь — тебя убирают. Ты мешаешь — исчезаешь. Черкизон проглатывал людей. Много, бесследно. И самое страшное — это устраивало всех. В официальных документах числились служба охраны рынка. На деле это была самая настоящая боевая структура, вооруженная, с хорошо поставленной иерархией. С наказаниями, сбором дани и собственными тюрьмами. Продавцы боялись охрану больше, чем бандитов. Потому что бандиты хотя бы договаривались, а охрана — нет. Они избивали за любую мелочь. Не так посмотрел, курнул, пожаловался. Они штрафовали в черную, вели учет людей, стучали на всех и сами же выносили приговор. Один шаг в сторону, и ты в подвале. Сломанная челюсть, выбитые зубы, трещина в ребре. Это считалось нормой. Жаловаться некому. Были и такие, кто исчезал навсегда после беседы, под предлогом нарушения внутреннего порядка. Официальных расследований — 0. Потому что на Черкизоне не работал ни один закон.
Охрана стала государством в государстве и подчинялась только одному человеку, своему хозяину. Но кто он был на самом деле? Обычные металлические коробки. Стоят в 2, 3, иногда в 4 яруса. У каждого замок, поддоны, товар. Снаружи все кажется привычным. Витрины, одежда, шум покупателей. Но именно внутри этих контейнеров скрывались самые темные истории рынка. Некоторые из них до тебя никогда не открывались при посторонних. Там не хранили джинсы или обувь. Там держали людей, пленников, девочек, мальчиков, женщин. Бывали случаи, когда контейнеры превращали в тюремные камеры. Без окон, без вентиляции, с замком только снаружи. Кто-то там ночевал, кто-то жил, кто-то умер. Именно в таких контейнерах содержались несовершеннолетние жертвы торговли. В них оперировали без лицензий, в них хранили оружие и наркотики, иногда сразу все. Упакованное вместе с мешками дешевых игрушек или тряпья. Так, чтобы при случайной проверке никто не нашел ничего подозрительного. Потому что эти контейнеры никогда не открывали случайно. Контейнеры были на замках, но не всегда. Иногда они были замурованы, а когда однажды вскрыли такой, от запаха побелели даже самые опытные оперативники. Внутри было 3 тела. Один — ребенок. Никто так и не узнал их имен, потому что на Черкизоне имена ничего не значили. На рынке почти не говорили по-русски. Даже продавцы из Москвы были в меньшинстве. Официально торговля велась на 4 языках — русском, китайском, вьетнамском и азербайджанском. Но на деле этих языков было десятки. Каждая диаспора жила своей жизнью по своим законам, не вмешиваясь в дела соседей. Китайцы, вьетнамцы, таджики, азербайджанцы, армяне, цыгане, курды, евреи — все делили рынок на зоны, улицы, кварталы. Каждый квартал — свой внутренний мир. В нем была своя охрана, своя бухгалтерия, своя иерархия. Конфликты решались либо внутри, либо силой. Если возникал спор, в милицию никто не шел. Все решалось либо через старших, либо через кулаки. Иногда через ножи. Один эпизод стал показателем всего. 5 кавказцев пришли разобраться с вьетнамцами. Через 5 минут вся группа лежала в крови, а через 40 минут рынок снова работал, как будто ничего не было. В этом и был парадокс Черкизона. При полном хаосе внутри все было четко организовано, только по своим нелегальным, жестоким правилам. Под землей, в контейнерах, на чердаках, везде, где хватало электричества и места, создавались швейные мини-заводы. Работали круглосуточно, в сменах по 10, 15, иногда 20 часов. Люди жили прямо у машин. Спали на картонках, ели лапшу из пластиковых стаканчиков и снова шили. Одежда уходила в регионы, на рынки, в салоны. Пальто, джинсы, костюмы, детская одежда. Иногда из дорогой ткани, иногда из обрезков. Шили в основном мигранты. Вьетнамцы, китайцы, женщины из Средней Азии. Никаких документов, никаких прав. Бывали несчастные случаи. Обмороки, ожоги, даже смерти. Но никто не вызывал скорую. Просто выносили тело, заменяли рабочее место и продолжали. Некоторые из этих мастерских были такими же замкнутыми, как тюремные камеры. Люди не выходили по неделям, потому что знали, уйдешь, место займут за час. Работали на еду и за обещание переслать деньги домой. Но пересылали не всегда. Иногда хозяева таких фабрик сами исчезали. Тогда швеи оставались на рынке. Без денег, без связи, без надежды. Сказать, что Черкизон приносил прибыль, не сказать ничего. Это был поток наличных, который не мог остановить никто. За один день здесь крутились миллионы долларов. За год до полумиллиарда. Для сравнения, крупнейшие государственные корпорации зарабатывали меньше. Каждый квадратный метр стоил денег. Аренда, налоги, взятки, охрана, сбор за парковку, сбор за въезд, сбор за выход. Все платили всем. Начиная от грузчика, заканчивая директором торговой зоны. И все это стекалось вверх, в руки немногих. Существовали специальные курьеры, которые несколько раз в день объезжали территорию. Они собирали дань с точек, выручку с теневого бизнеса, штрафы, доли от нелегальных операций. Деньги перевозились чемоданами, ящиками, пакетами, иногда там в контейнерах вместе с товаром. По вечерам на рынок приезжали черные джипы. Они не нуждались в пропусках, водители не выходили. Люди с кейсами поднимались в административные модули. Там происходили настоящие передачи власти на уровне денег, налоги, ни копейки. Вся система была выстроена так, чтобы государство получало ровно ничего. И никого это не волновало. Потому что сверху было добро. Тельман Исмаилов. Имя, которое не произносили вслух на рынке. Хозяин. Создатель. Главный бенефициар. Человек, чья тень лежала на каждом контейнере, каждой точке, каждом правиле. Именно он стоял за группой компаний АСТ, структуры, управлявшей Черкизоном. Он не появлялся на рынке. Ему не нужно было. Все работало без него, как часовой механизм. Он решал вопросы на другом уровне. С мэрией. С бизнесменами, с чиновниками, с теми, кто носил погоны, но не вмешивался. В начале 2000-х его имя было Forbes. Он устраивал вечеринки с Дженнифер Лопес. В Турции строил отель за миллиард. В Москве рестораны в золоте. А рынок продолжал жить своей жизнью. Он приносил деньги, которые никто не считал.
Но у любой империи есть слабое место. И когда хозяин теряет контроль, все начинает рушиться. Как рынок, на котором продавали оружие, людей и наркотики, мог беспрепятственно работать в центре столицы? Ответ прост. Политическое покровительство. Черкизон был под негласной защитой московской мэрии, а лично Юрия Лужкова. Его связь с Тельманом Исмаиловым уходила в конец 80-х. Тогда будущий мэр занимался лицензированием кооперативов, а Исмаилов только начинал бизнес. Когда Лужков стал мэром, АСТ, структура Исмаилова, получила беспрецедентные условия. Ни одна проверка не проходила без согласования. Некоторые оперативники признавались, была негласная установка: на черкизовский рынок не заходить. В экстренном случае да, но в целом не трогать, не вмешиваться, не интересоваться. Взамен АСТ решала вопросы города: транспорт для милиции, закупка напитков на массовые мероприятия, организация корпоративов для чиновников. Все за свой счет. По сути, частный бизнес подменял функции государства, и ему это позволяли. Потому что он умел благодарить. Такой формат отношений невозможно было зафиксировать на бумаге. Но он существовал, и в нем Черкизон чувствовал себя неуязвимым. До тех пор, пока не произошел первый громкий удар, который вскрыл нарыв. 21 августа 2006 года. Черкизовский рынок, день в разгаре. Тысячи покупателей, крики, шум. Вдруг два мощных взрыва один за другим. Самодельные устройства, начиненные металлическими элементами. Погибли 14 человек, пострадали более 60. Это был шок. Ответственность взяли на себя радикальные националисты. Их цель – удар по мигрантам, диаспорам, чужим. Черкизон для них был символом деградации и захвата столицы нерусскими. Они не стали писать петиции, они заложили бомбы. И хотя исполнителей быстро нашли, суд состоялся, и дело попало в заголовки, последствия были глубже. Впервые о рынке заговорили вслух в федеральных СМИ как о проблеме. Не как о месте торговли, а как о гнойнике, о точке, где можно найти все, что запрещено. Где взрываются бомбы и где власть боится навести порядок. Это стало началом конца. Хотя сам рынок тогда выжил, трещина уже пошла. А через несколько лет случился удар, от которого система не оправилась. 2009. Очередная, как будто бы обычная проверка. Но в этот раз без предупреждения. Вскрыли 6 тысяч контейнеров. Внутри горы нелегального товара. Одежда, техника, лекарства, поддельный алкоголь. Без документов, без таможенных деклараций, без акцизов. Сумма более $2 миллиардов. Это был момент истины. Все, о чем раньше говорили шепотом, теперь стало официально зафиксировано, и скрыть уже не получилось. Китайские предприниматели начали возмущаться. Их бизнес сгорел. Пекин подключил дипломатов. Российские СМИ устроили информационный шквал, и стало ясно, даже Лужков уже не сможет отмахнуться. Официальной причиной закрытия стали санитарные и пожарные нарушения. Неофициально. Слишком громко, слишком много, слишком открыто. Черкизон превратился из черного золота в токсичный актив, и его решили ликвидировать. Но рынок не исчез. Он просто сменил прописку. Когда рынок закрыли, не исчезла ни одна диаспора. Они просто переехали. В первую очередь в Люблино, в торговый центр Москва. И это стало новым центром притяжения для всего того же бизнеса, той же схемы, той же логики. Район вздрогнул, транспортный коллапс, бесконечные пробки, толпы мигрантов, растущий криминал. Жители жаловались, но было поздно. Черкизон распался на множество осколков, разлетевшихся по всей столице. Каждый со своим крышевателем, своими поставщиками, своими правилами. Торговля адаптировалась. Точки стали меньше, схемы тоньше, деньги продолжали крутиться. Только теперь это была не одна голова, а сотни мелких змей, и отрубить их стало невозможно. Черкизон стал идеей бизнеса без границ, без законов, без совести. Он стал вирусом, который уже невозможно было удалить. Когда Черкизон рухнул, Исмаилов не стал ждать. Он выехал из страны. Сначала в Европу, потом в Турцию. Его объявили в международный розыск. Обвинили в организации убийств, в контрабанде, в связи с преступными группировками. Но найти его так и не смогли. Позже всплыли сведения. Он получил гражданство Турции, затем политическое убежище в Черногории. В России его имущество арестовали. Отель, построенный за миллиард, ушел с молотка всего за $120 миллионов. Его рестораны, дома, офисы опечатали или перепродали. Империя рассыпалась. Но главный ее архитектор остался на свободе. Он не ответил за преступление. И, возможно, никогда не ответит. Как и тысячи других, кто делал деньги на боли, страхе и рабстве. Только вот, в отличие от рынка, его имя до сих пор живо в каждом неофициальном рынке. В каждом теневом бизнесе, в каждом человеке, который верит, что главное — это не закон, а связи. Для многих Черкизон был неприступной ямой, а единственным шансом выжить. Учителя, врачи, инженеры, библиотекари, вся советская интеллигенция, которую выбросили на улицу в 90-е, шла на рынок. Не от хорошей жизни, а потому что надо было кормить детей. Некоторые начинали с коробки на асфальте.
Потом палатка, потом контейнер. Торговали всем, от носков до китайских калькуляторов. Получали крохи, но это были живые деньги. Жить на зарплату в $30 было невозможно. А здесь можно было заработать в день столько же, иногда и больше. Но вместе с этим приходилось платить другую цену, стоять рядом с борделями, где насилуют детей. Молчать, когда соседа избивают охранники. Закрывать глаза на исчезновение. Притворяться, что ничего не знаешь. Потому что альтернатива — вернуться в нищету. Хуже нищеты только страх. Китайцы первыми поняли, что на Черкизоне можно не просто торговать, а управлять. Они не пытались влиться в чужую систему. Они создали свою, закрытую, эффективную, беспощадную. Один платит аренду, остальные скидываются. Один получает доступ к точке, остальные работают в бригаде. Один нарушает правила, все страдают. Они захватили логистику. С Китая везли не только товар, но и людей. Сотни китайцев попадали на рынок по туристическим визам, а потом оставались навсегда. Они строили инфраструктуру под себя. Жилье, швейные цеха, столовые, мастерские. И держали все в секрете. Даже милиция не могла попасть внутрь китайского квартала без серьезных последствий. Внутри Ошавама не было беспорядка, но за фасадом скрывалась система, построенная на эксплуатации, угрозах и тотальном контроле. Китайцы сделали Черкизон машиной, и когда рынок закрылся, они просто перенесли эту машину в новое место. На Черкизоне не было конституции, не было трудового кодекса, не было моральных норм, были только правила. Негласные, жесткие, понятные. Хочешь работать плати. Нарушил — теряешь точку. Попался на воровстве — теряешь руку. Слишком много говоришь — теряешь свободу. А иногда и жизнь. Судей не было, была охрана. Прокуратуры не было, были старшие. Право на справедливость? Его никто не обещал. Зато быстро решались конфликты, быстро наказывали, быстро наводили порядок. И если ты был частью системы, мог зарабатывать. Если нет, вылетал, как из мясорубки. Многие говорили, мы знали, куда идем. Но знание не защищает, а страх делает рабом. Черкизон превратил людей в винтики. Кто-то привык, кто-то сломался, а кто-то стал новым охранником. Чтобы уже не бояться, а вызывать страх. На рынке было все, без преувеличений. Женщины рожали в подвалах. Доктора из диаспор принимали роды. Без стерильности, без условий, иногда без выживания. Больные лечились у участников, которые выписывали таблетки в коробках из-под обуви. Умирали там же. Иногда не от болезней, а от неуплаты. Были места, где проводили аборты. Были кладовки, где хранили тела. Были даже агенты, которые вывозили умерших, чтобы не мешали бизнесу. Здесь можно было жить и умереть, не выходя наружу. Некоторые продавцы годами не покидали территорию. Ели, спали, работали в пределах рынка. А когда умирали, никто даже не искал родственников. Просто исчезали, потому что документы были фальшивые, а память короткая. Сегодня Черкизон — это выжженное поле. Никаких торговцев, никаких контейнеров, никакой суеты. Только ветхие конструкции, мусор и странная тишина. Проект застройки отложен. Никто не торопится строить здесь дома. Как будто земля сама отталкивает. Как будто под ней что-то, что не дает покоя. Это место не забыто, просто оно ушло в подполье. В другие районы, в другие рынки, в другие схемы Черкизон не умер, он мутировал. И живет до сих пор. В людях, в привычках, в схемах, в страхах. Его дух остался. Слишком много боли, слишком много денег, слишком много молчания, чтобы просто взять и закопать. Поэтому он не похоронен, он просто лежит и ждет. Потому что такие рынки, такие системы, такие преступления не исчезают. Они ждут удобного момента. И, возможно, этот момент уже близко. Челноки — отдельная каста Черкизона. Сотни тысяч людей из Воронежа, Костромы, Саратова, Самары и других городов приезжали в Москву закупиться товаром. Женщины с тележками, мужчины с авоськами, семейные пары с тюками, обмотанными резинками от эспандеров. Они покупали здесь все, от китайских носков до польских сапог, чтобы перепродать у себя в регионе с наценкой. Жили в поездах, ели лапшу на вокзале, торговали на базарах. Многие буквально спасали свои семьи таким образом от голода. Кто-то делал на этом бизнес. Кто-то долги отдавал. Но все они были частью огромной цепи, которая начиналась именно здесь, на Черкизоне. Они знали, где лучше закупиться, где дешевле, где своих не кидают. Некоторые даже заводили связи с местными охранниками, потому что иначе могли лишиться всего. Один неверный шаг, и товар уходит на экспертизу. Или просто пропадает. Вместе с тележкой. Для женщин Черкизон был испытанием. Не просто тяжелой работой, а настоящей проверкой на выживание. Продавщицы жили в контейнерах, часто без отопления, без воды, без элементарной безопасности. Их унижали, обкрадывали, прессовали охранники. Некоторые попадали в сексуальное рабство. Многие оказались здесь после разводов, потерь жилья, долгов. Некоторые были бывшими учительницами, бухгалтерами, нянями. Здесь они теряли все – статус, здоровье, достоинство. Но не сдавались.
Кто-то создавал свою точку, свой небольшой бизнес. Кто-то просто держался, чтобы не оказаться на улице. Но в любой момент все могло рухнуть. Хватало одного конфликта, и женщину выносили с рынка. Потом она исчезала. Навсегда. Потому что, как бы это ни звучало, женская судьба на Черкизоне стоила меньше, чем мешок дешевых футболок. Черкизон — это не только взрослые, это еще и дети. Некоторые жили здесь с рождения. Их матери торговали. Их отцы грузили контейнеры. Детские кроватки стояли прямо в торговых точках. Коляски катались между рядами. Дети росли среди криков, скандалов, запаха жареной курицы и дешевого парфюма. Их не водили в детский сад. Они играли с картонными коробками. Вместо сказок, да, слышали разговоры о долгах, побоях, наркотиках. Некоторые сами начинали работать с 8-9 лет. Разносили товар, следили за клиентами, переводили с китайского. А кто-то исчезал навсегда. Уходил в тень, в преступность, в проституцию. На рынке были и свои детские сады. На бумаге. А в реальности Бабаганвусь это были прикрытия для торговли детьми. Или точек, где мальчики и девочки становились товаром. Ужас в том, что это воспринималось почти как норма. Многие торговцы прикрывали свои действия религиозными лозунгами. На точках висели иконы, звучали молитвы, жгли свечи. Некоторые даже ставили лавки для сбора на храм, но деньги шли не батюшкам, а старшим. Внутри Черкизона существовала целая индустрия псевдорелигии. Это был способ манипулировать, давить на жалость, зарабатывать. Некоторые бордели маскировались под массажные салоны с благословением. Были целители из Средней Азии, которые за деньги снимали порчу. Были пророки, которые брали плату за предсказания. Люди верили, потому что хотели верить. Потому что вера — это последнее, что оставалось, когда исчезали деньги, здоровье и безопасность. Черкизон эксплуатировал даже духовность. Он превращал надежду в товар. И продавал ее по цене упаковки китайских бус. Черкизон, тризон — это квинтэссенция беззакония. Здесь было можно все. Купить любое вещество, продать любую вещь, снять любую услугу, оказать любую работу. Здесь нельзя было только одно — быть слабым. Потому что слабых съедали. Рынок стал зеркалом того времени. Преступность, коррупция, бедность, безысходность, жажда наживы, страх, выживание. Все это здесь не просто существовало. Оно бурлило, взрывалось, мутировало и разрасталось безнаказанно. И если кто-то думает, что Черкизон — это лишь рынок, он не понимает главного. Это была система. Четкая, расчетливая, жестокая. И она работала не вопреки власти, а благодаря ей.